Дорогой зритель, стоп, не смей переключаться. Прямо сейчас ты увидишь не рекламу очередного лохотрона. Ты увидишь, как на самом деле работает закон в Республике Молдова. Налей себе чаю, устройся поудобнее, потому что я обещаю, после того, что я расскажу, у тебя волосы встанут дыбом. Ты поймешь, что никто в этой стране не застрахован от таких мафиози в погонах. Ты поймешь, как на самом деле работает правосудие и как штампуют уголовные дела на абсолютно невиновных людей. Это не правосудие, это конвейер по уничтожению судеб. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Прежде чем мы перейдем к фактам, которые система так тщательно пытается скрыть от вас, наступил момент юридической чистоты. Все, что вы увидите далее, это мое личное расследование. Все материалы, фотографии чиновников и документы найдены мной в открытом доступе. Согласно 32 статье Конституции Республики Молдова и закону номер 64 о свободе выражения мнений, я имею полное законное право информировать общество о действиях должностных лиц. Я – непосредственный участник этого дела. Мое разоблачение – это защита моих прав от халатности тех, кто обязан соблюдать закон. Я не боюсь называть эти имена. Глава АРБИ Александр Драгулян, прокурор Пичекокс Дорил Затик и следовательница Илона Крянга. Их фотографии и должности в открытом доступе, как и их бездействие, которое длится уже долгие месяцы. Я имею право знать правду, и я имею право рассказать ее вам. А теперь приготовьтесь. Мы начинаем вскрывать их конвейер по уничтожению судеб. А теперь давайте по порядку. Мы не будем бежать вперед, пока вы не узнаете, как все начиналось. Это моя реальная история. Это не выдуманный сценарий для привлечения внимания. Это жизнь человека, которую пытаются растоптать. Я – Падука Михаил. Я не дилетант, который случайно нажал кнопку «Купить». Я в теме криптовалюты уже очень давно. Я вкладывал в свои мозги, проходил множество платных курсов по обмену крипты, досконально изучал торговлю на фьючерсах. Только тогда, когда мы получили твердые знания и уверенность, что в сферу крипты нужно вкладываться, мы решились на серьезный шаг. Мы решили играть по-крупному и абсолютно официально. Мы пошли в банк и взяли кредит. Это было 9 марта 2023 года. Сумма 960 тысяч лей. Запишите эти цифры, господин прокурор Затик. Контракт номер 115709, кредитный счет 225-222-65533. Это кредит на 10 лет. Каждое божье утро я помню об этом, потому что каждый месяц мы платим банку по 14 658 лей. 14 658 лей из семейного бюджета за инвестицию, которую у меня просто украли чиновники. Согласно статье 2 закона номер 308 и 243 статье УК РМ, незаконным считается лишь доход от преступлений. Кредит – это легальный контракт, который по закону полностью аннулирует любые подозрения в отмывании и происхождении денег. Наличие такого кредита полностью снимает любые вопросы о происхождении денег. Но в нашей мясорубке закон работает иначе. Им плевать на честные документы, если на кону стоят 176 тысяч долларов. Важный момент. Я не просто предоставил им данные. Я буквально стучался в закрытые двери. Я выходил на связь и с первым прокурором по нашему делу Виталием Рашиору, которого система сама выплюнула, и он больше не у власти сейчас, и с Илоной Крянга. Я говорил им: я здесь. Я готов содействовать. Я готов показать каждую транзакцию в блокчейне, которую невозможно подделать. И знаете, что они сделали? Они просто проигнорировали это. Согласно 254 статье УПК, они обязаны искать доказательства моей невиновности. Но им не нужна правда. Им нужно было только одно – чтобы я признал, что я за границей и не вернусь завтра. Зачем? Все просто. Чтобы спокойно объявить меня в розыск. Понимаете, в чем подлость? Розыск для них – это не способ найти человека. Это способ заткнуть ему рот. Они хотели подать меня в розыск, чтобы закрыть в тюрьме. Почему они так жаждут моей изоляции? Потому что в тюрьме у тебя отбирают все. Там я не смогу записывать эти видео. Там я не смогу показать вам блокчейн. Там я не смогу защищать себя и выводить их на чистую воду. В тюрьме ты становишься беззвучным. Но пока я на свободе, я опасен для их системы. Пока я здесь, я могу показать вам каждый цент из тех 960 тысяч лей кредита, который мы до сих пор платим банку. Система боится открытости, потому что в доме обмана свет правды сжигает их схемы. Итак, дорогой зритель, вы уже поняли.
Был взят кредит, и я начал работать. В течение 2 лет я занимался P2P торговлей на Binance. Чтобы вы понимали, это как работа обычного валютчика, только в цифровом мире. Я покупал дешевле, продавал дороже. Все максимально прозрачно и честно. На тот момент в Республике Молдова даже не было законов, регулирующих этот рынок. Но спустя несколько месяцев мои банковские счета стали мишенью. Чиновники в галстуках начали спрашивать, откуда деньги? И когда я честно говорил им слово «криптовалюта», их лица менялись. Они смотрели на меня так, будто я признался в торговле наркотиками или оружием. Ваше «незаконно» было просто вашим страхом перед тем, что вы не в силах контролировать. Для юристов и прокуроров, которые нас смотрят, я напомню, согласно статье 10 Уголовного кодекса Молдовы, закон не имеет обратной силы. Вы пытались притянуть статью 241 о незаконном предпринимательстве, но криптообмен не входил в список лицензируемых видов деятельности. Вы пытались намекать на статью 243 «Отмывание денег». Но как можно отмывать официальный кредит, который банк сам мне выдал? Это абсурд. Мой успех не был случайностью. Пока система ела мясо под столом и жила в низких вибрациях, я уже несколько лет находился в процессе 4D-трансформации. Я очистил свое тело до совершенства через сыроедение, дыхательные практики и ледяные парилки. Я практикую глубокое голодание. Мой рекорд – 511 часов очистки клетки. Я часами стоял головой вниз, чтобы мой ум стал ясным, как хрусталь. Эта чистота позволила мне увидеть пути, скрытые от обычного человека. Согласно 1 статье Гражданского кодекса, у меня есть свобода распоряжаться своими средствами. Я создавал новую реальность, пока банкиры прятались в тени старой матрицы. Но их 3D-сознание выдавало ошибку. Они видели мои обороты и пытались задушить этот свет своей бюрократией, забывая, что 46-я статья Конституции защищает мою частную собственность. Вы пытались очернить мой светлый путь своими подозрениями, не понимая, что я – мастер-целитель, и мои помыслы чисты. Я говорил вам правду в лицо, показывал транзакции, но вы предпочли игнорировать закон. Вы не защищали правопорядок, вы защищали свою некомпетентность и право на наживу. Я обещаю вам, друзья, скоро я создам отдельное видео и объясню пользу каждой своей практики. Я научу вас, как очистить клетку и сознание. Но сейчас, пока в моей душе стоит этот подлый обман, я не могу полностью сконцентрироваться на передаче знаний. Это несправедливость, шум, который я обязан заглушить. Поэтому сейчас я вынужден разоблачать этих мешков, чтобы расчистить путь для правды. Что же делали эти банкиры в галстуках? Когда они не смогли победить меня законом, они начали финансовый террор. Они заблокировали мои счета, наплевав на 46-ю статью Конституции. По сей день в их руках остаются более 60 тысяч лей моих честно заработанных денег. Это не просто блокировка, это открытый грабеж средь бела дня. Но я не собирался сдаваться. Чтобы обойти эту гнилую систему и продолжить работать, я начал использовать карты своих знакомых и родственников. И вот здесь главный урок честности для вас, господа прокуроры. На каждую карту, на каждую операцию у меня есть официальная расписка и юридический договор. Я работал открыто с теми, кто знает меня в лицо. Посмотрите правде в глаза, как работает настоящий мошенник. Если бы я хотел спрятаться, я бы искал карты в интернете у анонимов, передавал бы их через маршрутки, делал бы все, чтобы меня никогда не нашли. Для меня это не было бы сложностью. Но я выбрал другой путь – путь прозрачности. Какой безумец будет покупать карты у родственников по расписке, если он собирается кого-то обмануть? Моя цель не была прятаться. Моя цель была работать и созидать, обходя завалы вашей мертвой системы. И офицеры из города Гладян это подтвердили. Они месяцами проверяли мой блокчейн, анализировали каждую цифру и вынесли единственный верный вердикт. Падука Михаил невиновен. Блокчейн не врет, и закон на моей стороне. Друзья, итог прост. Капитал – законный кредит. Работа – честный обмен. Прокуроры думают, что использование карт знакомых – это мошенничество. Но все наоборот. Работа с близкими по распискам – это печать моей честности. Мошенник прячется в анонимности интернета, а я работал открыто с теми, кто знает меня в лицо. Это не попытка скрыться, а способ выжить в гнилой системе. Моя совесть чиста, и блокчейн это доказал. Справедливость на моей стороне, и я иду до конца. Мы переходим к самой интересной и странной главе для 3D-матрицы – доход от торговли фьючерсами. Что это такое? Я объясню простыми словами, друзья. Вы покупаете актив, образно говоря, за $10 и ждете, чтобы этот актив вырос и дал вам прибыль. Но здесь есть подвох. Криптовалюта может упасть, и ваши $1000 может превратиться в $100. Это просто торговля без риска. Но я работал иначе. Я работал с 99-м плечом. Один малейший рывок вниз, и деньги исчезают. Но один рывок вверх, и прибыль растет быстрее, чем вы можете себе представить. Почему я не боялся?
потому что мой разум был чист. После 511 часов голодания я видел цифры Христа там, где вы видите хаос. Я знал каждое движение рынка насквозь. Прокуроры и банкиры, слушайте внимательно. Вы застыли в недоумении, потому что ваш 3D-мозг не способен понять такой уровень риска и концентрации. Согласно 12-й статье Уголовного кодекса, здесь нет вины. Мошенники не работают с плечом 99. Они боятся потерять награбленное. А я рисковал честным кредитом, потому что верил в свой интеллект и чистоту своих помыслов. Статья 241 здесь бессильна. Мои инвестиции не требуют ваших разрешений. Пока вы ели мясо и жили в страхе, я осваивал финансовые инструменты будущего. Вы называете это подозрительным доходом, а я называю это торжеством ясного ума над вашей гнилой бюрократией. Вы сидите в своих креслах, кушаете мясо и пьете алкоголь, а я сижу в голоде, головой вниз и ногами вверх, зацепленный за перекладину турника. Также практиковал парилку и задержку дыхания. Вот разница между вами и мной. Вы можете только забрать у меня честно заработанные деньги, но сами заработать таким путем вам не под силу, потому что мы с вами на разных уровнях вибрации. Вот в чем разница между вами и мной. И я это вам говорю в лицо. 5 марта 2025 года. Запомните эту дату. В этот день я инвестировал на Binance 21 тысячу долларов. Часть того кредита в 960 тысяч лей. Почему именно тогда? Потому что мой разум, очищенный 511 часами голода, видел манипуляции маркетмейкеров насквозь. Я знал каждое движение этой системы. Многие ночи анализа и точных сделок принесли результат. 176 673 доллара. Это факт, зафиксированный в блокчейне. Все доказательства уже у вас на столе, но вы молчуны. Вы боитесь выйти со мной на онлайн-конференцию, потому что истина выжигает вашу ложь. Согласно 46-й статье Конституции Молдовы, это моя законная собственность. Но вам плевать на закон. Пока вы сидите в своих креслах, кушая мясо и попивая алкоголь, вы мечтаете только об одном – закрыть мне рот. Ваша суть – потребление. Моя суть – созидание и 4D-трансформация. Вы боитесь моих вопросов, потому что за ними стоит ответственность по 12-й статье Уголовного кодекса. Вы прячетесь за своими погонами, но блокчейн не врет. Я доказал свою честность делом, а вы доказали свою трусость молчанием. Итак, дорогие друзья, до этого момента мы расставили все точки над «и». У нас есть законное происхождение денег – это кредит. У нас есть прозрачная работа по P2P, где каждая расписка – это печать моей честности. И у нас есть 176 тысяч долларов прибыли на фьючерсах как результат моего ясного ума и точного расчета 5 марта 2025 года. Я рассказал вам все о том, как работал я. Открыто, честно, подставляя лицо свету. А теперь пришло время раскрыть, как на самом деле работают они, те, кто носит погоны и сидит в кожаных креслах. Пришло время сорвать маски с этой гнилой системы и показать изнанку их правосудия. Их работа – это не поиск истины, а поиск способа забрать чужое. Они игнорируют статью 328 Уголовного кодекса, превышая свои полномочия на каждом шагу. Пока я анализировал графики и очищал тело через 511-часовое голодание, они анализировали, как бы поудобнее заблокировать мои счета. Их инструмент – это страх и молчание. Они боятся онлайн-конференций, потому что в их работе нет места фактам. Они надеются, что их 3D-методы сработают против человека новой частоты. Они думают, что если игнорировать доказательства блокчейна и решения сотрудников из Гладян, где ясно сказано «я не виновен», то правда исчезнет. Но правда не исчезает, она только накаляется. Сейчас вы увидите, как эти служители закона сами превращаются в нарушителей целого списка статей Уголовного кодекса, которые я неопровержимо докажу в этом видео. Пытаясь обвинить заведомо невиновного, они сами переступили черту закона. Теперь, когда вы знаете мой путь, пришло время осветить тьму, в которой прячется прокурор Дорил Затик, офицер Илона Крианга и глава Арби Александр Драгулян. Вы думали, что я за границей, и закон для вас перестал существовать. Ошибаетесь. Ваши действия – это не следствие, это задокументированная преступная халатность. Начнем с главы Арби Александра Драгуляна. Этот чиновник установил позорный рекорд – 8 месяцев молчания на мои запросы. Статья 78 и 115 Административного кодекса Молдовы обязывают вас дать ответ в течение 30 дней. Вы превысили этот срок в несколько раз. Это прямое нарушение статьи 329 Уголовного кодекса – халатность, повлекшая ущерб в особо крупных размерах. 800 дней вашего бездействия – это 8 месяцев нарушения закона. Прокурор Затик и следователь Крианга, вы боитесь смотреть мне в глаза. Вы нарушаете статьи 32 и 540 УПК Молдовы, которые прямо разрешают телеконференции. Отказ в онлайн-допросе – это не ваша прихоть, это грубое нарушение моего права на доступ к правосудию.
Вы боитесь онлайна, потому что там нельзя сфабриковать протокол под столом. Посмотрите на цифры. Вы арестовали активы на $176 тысяч при заявленном ущербе в 35 тысяч. Статья 202 УПК требует пропорциональности, но для вас это финансовый шантаж. Вы держите меня в статусе подозреваемого 15 месяцев, хотя статья 63 ограничивает этот срок 3 месяцами. Ваше время вышло. Илона Крианга. На вашем столе 1,5 года лежат доказательства из блокчейна, подтверждающие мою невиновность. Игнорирование улик – это нарушение статьи 19 УПК. Согласно статье 313, ваше бездействие уже превратилось в судебные иски. За каждое нарушение, за каждое просроченное письмо и за каждый день незаконного ареста моих денег вы ответите по всей строгости закона. Справедливость – это не то, что вы позволяете. Это то, чего я добьюсь. Я, Падука Михаил, иду до конца. Система лжи рушится. Дорогие друзья, сегодня я хочу быть предельно честным. Мы привыкли вскрывать гниль, но важно видеть и свет. Я хочу выразить глубокое почтение аппарату президента и лично Майе Санду. Наше обращение номер 1104862 было зарегистрировано менее чем за сутки. Это и есть настоящий эталон европейской Молдовы, где лидер страны задает темп всей системе. Мое уважение также прокуратуре Пэтчи Кокс и центру СНА. Их канцелярии работают как часы. Регистрация прошла мгновенно. Особая благодарность шефу антикоррупционной прокуратуры Марчеллу Думбровяну, который лично взял дело под контроль. Когда верхушка власти показывает такую скорость и прозрачность, у нас появляется вера в очищение государства и переход в новую мерность 4D. В чем суть нашего второго сценария? Мы не просто пишем письма, мы задействуем всю вертикаль власти. 8 апреля я направил пакет доказательств во все ключевые инстанции, используя квалифицированную электронную подпись Трансспед. Это наш путь. Находясь в любой точке мира, мы официально заставляем систему работать. Теперь у нас на руках документы, подтверждающие, что высшее руководство нас слышит. И здесь возникает вопрос к исполнителям на местах. Почему госпожа президент успевает выстроить работу за 24 часа, а в кабинетах Арби Александр Драгулян молчит уже 8 месяцев? Согласно статье 78 Административного кодекса, у вас было 30 дней. Вы отстали от темпа, заданного лидером страны, на целую вечность. Ваше молчание на фоне прогресса Майи Санду – это признак того, что ваш механизм заклинило. Мы добиваемся справедливости через прозрачность. Каждый наш шаг зафиксирован в цифровой базе страны. Мы не просим, мы требуем соблюдения закона, который президентский аппарат уже подтвердил своим действием. Время домов обмана уходит. Наступает время честных людей и цифровой правды. Мы идем до конца. Теперь я хочу объяснить вам, господа чиновники, почему ваши попытки закрыть мой YouTube-канал – это не просто ошибка, это ваш стратегический провал. Вы думаете старыми методами. Нет канала – нет проблемы. Но вы забыли, в каком времени мы живем. Я – Падука Михаил, и я играю на опережение. Смотрите, как это будет работать. Если вы закроете этот канал, через 10 минут я открою новый. Через 30 минут я перезалью туда все разоблачения, которые вы так боитесь. А еще через час я настрою таргетированную рекламу на всю Республику Молдова. Но есть нюанс. Я вложу в продвижение в 10 раз больше денег, чем раньше. Это значит, что мои видео увидят не тысячи, а миллионы. С первого же ролика просмотров будет в 10 раз больше в каждом доме, в каждом телефоне нашей страны. Ваши попытки заткнуть мне рот станут для меня лучшим маркетингом. Весь мир узнает, что вы боитесь правды. Статья 184 Уголовного кодекса Молдовы четко квалифицирует ваши действия как нарушение свободы слова. Каждая ваша жалоба на мой канал – это подпись под собственным приговором. Поэтому блокировки вам не помогут. Вам поможет только одно – добровольно встать, оставить свои посты и дать дорогу молодым, честным людям, которые будут работать ради справедливости, а не ради кармана. Либо вам придется прямо сейчас начать действовать строго по закону. Другого пути нет. Матрица лжи рушится, и вы не сможете остановить этот процесс. Возможно, у кого-то из вас в голове сейчас мелькнула мысль, а давайте мы его просто быстро найдем и закроем, и тогда вся проблема будет решена. Ошибаетесь. Вы глубоко и фатально ошибаетесь. Я предусмотрел каждый ваш шаг. Я доверил свою жизнь и все, что у меня есть, людям, которых вы не знаете и никогда не найдете. Пусть это будет вашей главной тайной и вашим самым глубоким страхом. Я знаю, что вы думаете. Мы найдем, за что его закрыть. Но поверьте моему опыту, меня уже не остановить. Статья 328 Уголовного кодекса Молдовы о превышении власти – это зеркало, в которое вам стоит заглянуть, прежде чем отдавать незаконные приказы. Где бы я ни находился – на свободе, в тюрьме или в любой другой точке мира – этот канал будет жить. Разоблачения будут выходить.
Мои люди будут делать это ради правды столько, сколько потребуется для достижения справедливости. Вы можете лишить человека свободы, совершив преступление по статье 166, но вы не можете лишить свободы истину. Вы не сможете выключить свет, который уже загорелся в умах людей. Вы думали, я забуду про 176 тысяч долларов? Эти деньги я заработал честным, тяжелым трудом, и я выплачиваю за них кредит по сегодняшний день. Эти деньги стали топливом для моего двигателя справедливости. Вы думали, можно просто забрать честное и остаться безнаказанным? Нет, я буду биться до конца. Пока я жив, пока в моих легких есть дыхание, и пока справедливость не выйдет на свет, этот процесс уже не остановить. Мне не важно, сколько лет или десятилетий на это уйдет. У меня есть время, у меня есть правда и у меня есть воля. А что есть у вас, кроме страха, что завтра за вами придут? Мой путь – это путь 4D трансформации, и ваша гнилая система не имеет власти над свободным духом. Либо вы начинаете действовать по закону, либо система похоронит вас под своими обломками. Я иду до конца, и я не остановлюсь. А теперь я обращаюсь к вам, мой дорогой зритель. Если вы чувствуете, что с вами поступили несправедливо, если система попыталась раздавить вас так же, как она пытается давить на меня, знайте, вы не одни. У вас есть законное право на защиту согласно 52 статье Конституции Молдовы. Я даю вам слово. Один раз в месяц я буду выбирать один самый вопиющий случай из ваших комментариев. Я изучу вашу ситуацию, подстроюсь под нее и сделаю полноценное видеоразоблачение абсолютно бесплатно. Для моих подписчиков, для людей моей чистоты, это мой вклад в нашу общую борьбу за справедливость. Не стесняйтесь. Опишите свою историю здесь в комментариях. Подробно, честно, без страха. Я выберу ту историю, которая откликнется во мне больше всего. Выйду с вами на связь, и мы вместе выведем этих нарушителей закона на чистую светлую сторону. Статья 328 Уголовного кодекса работает для всех, и мы заставим ее работать против тех, кто забыл о своей совести и долге. Пишите, делитесь, действуйте. Мы будем разоблачать эту несправедливость вместе. Мы идем до конца. Друзья, помните, свет сильнее любой лжи. Моя душа спокойна, ведь мы идем путем правды. Спасибо за вашу веру. Она дает мне силы биться до конца. Дорогой зритель, в этом видео мне не нужно от тебя ничего, кроме понимания. Я показал тебе, как на самом деле функционирует 3D-матрица в Республике Молдова, когда те, кто поставлен охранять закон, начальник РБ Александр Драгулян, следователь Илона Крянга и прокурор Дорал Затик, сами попирают его, они перестают быть властью. Они превращаются в мафию в погонах. Ведь если человек сидит во главе закона, но сам ему не подчиняется, он становится главным врагом государства. Я всего лишь автор, который подсвечивает механизмы этой системы. Я здесь для того, чтобы наш мир стал чище. Моя задача – показать правду, чтобы деструктивная система сама выплюнула тех, кто работает против справедливости, и на их место пришли другие, честные и активные. Помните, согласно 16 статье Конституции Молдовы, перед законом все равны, и никто не имеет права прятать свою некомпетентность за должностью. Берегите себя и своих близких. Живите по главному закону Вселенной. Не делай другому того, чего не хочешь получить обратно. Пусть этот принцип станет фундаментом вашей жизни, более крепким, чем любые параграфы. Если ваше сердце наполнено правдой, никакая матрица не сможет сломить вашу волю. Любите друг друга, живите в свете и осознанности, и тогда все обязательно будет хорошо. Мы на пороге великих перемен, и истина уже побеждает. До новых встреч, друзья. Всегда ваш Падука Михаил.